Друзья, всем привет! Сегодня обсудим супер интересные новости. Дело в том, что разработчики выкатили новый план, новый roadmap. Да, если кто не знает, roadmap — это планы разработчиков относительно каждого месяца. Об этом говорили в прошлом видео. Поэтому давайте сегодня разберем все интересные моменты. И там действительно есть о чем поговорить, на что сделать некоторые акценты. Сейчас наблюдается некоторое затишье после прошедшей AMA-сессии. Да, мы разбирали это в прошлом видео. Кто не видел, переходите на канал, предыдущее видео. Там все моменты с AMA-сессии разобрали. Если что, AMA-сессия — это конференция общения с разработчиками, где можно задать разные вопросы и получить на них, соответственно, ответы. Традиционно призываю вас подписаться на телеграм-канал, перейти по ссылочке в описании. Там мы обсуждаем новости Волкина и общаемся на эту тему в чате. Очень-очень интересно получается. Вот, поэтому погнали обозревать наш roadmap, что нас ждет в ближайшем будущем. Итак, начнем с сентября. Что нас ждет в сентябре? Не буду просто перечислять новости, да, потому что многие 100% заходили прямо на сайт и сами читали. Вот, но давайте обсудим каждый пункт поподробнее, да, потому что все-таки есть о чем обсудить, вот. А также люди, те, которые еще не в курсе всех этих новостей, хотя бы будут понимать, да, куда будет двигаться проект в то или иное время. Начнем со стейкинга. Первая новость — это будет стейкинг. Об этом уже говорили много, говорили часто. Что такое стейкинг? Стейкинг — это получение процентов на, собственно, ваш депозит, который находится у вас на кошельке. Только в данном случае стейкинг, скорее всего, сделают прямо из приложения на pending аккаунт, да. То есть, если у вас будет на кошельке лежать монеты, то это будет невыгодно. То есть, вряд ли вы сможете сделать стейкать их, да. То есть, тоже много было разговоров на эту тему у нас в комьюнити. Вот, и мы приходим к выводу о том, что стейкать можно будет только те монеты, которые лежат на pending аккаунте. Почему? Потому что это будет стимулировать пользователей оставлять заработанные средства, получается, да, и оставлять их на pending аккаунте, тем самым не выводя на биржу, тем самым получая процент. В связи с этим, если вы планируете получать проценты на свои монеты, то не спешите сейчас их выводить все на основной кошелек, да, потому что иначе вы просто их не сможете завести на pending элементарно. Вот, и не будете получать проценты, точнее, будете их получать, но с тех монет, которые будут у вас приходить от боев последующих. Поэтому, если планируете, то переводить средства с пендинга на обычный кошелек сейчас нет необходимости. Следующая новость — это листинг на бирже. Точнее, написано листинг на биржах, но, вероятно, будет все-таки один листинг на одной конкретной бирже. Название ее уже знают все скамеры и, соответственно, многие пользователи Волкина, которым стучались эти самые скамеры в личные сообщения. Вероятно, это будет Binance, во всяком случае, я это так ожидаю. Исходя из этого, получается, что токеном могут владеть не только те люди, которые погружены в проект прямо вот сейчас здесь, да, и понимают, зачем этот токен, как он функционирует, куда он может идти и так далее, да, а просто вот у большинства есть аккаунт на Binance, например, да, и обычные пользователи, те, которые не в игре еще, просто смогут купить токен и похалдить его, например, да, потому что посмотрят на технический анализ, им понравится, допустим, как ведет себя монета в тот или иной временной промежуток, да, и тем самым мы увидим тоже влияние на цену в положительном ключе. Далее у нас идут ранги. О рангах также много говорилось, поэтому останавливаться тут сильно не буду. Ранги — это просто та история, которая стимулирует пользователей прокачиваться, да, и реинвестировать больше в игру, тем самым повышая ранг, тем самым пользователи будут получать определенное количество плюшек вот, в игре Волкин. Замечательная новость, очень-очень ждем. И самая вкусная новость за сентябрь, как по мне, это локализация. Да, добавят многие языки, один из них, естественно, будет русский. Вот, это прям супер-супер новость, потому что есть реально огромное количество примеров, да, где люди просто не могут зайти в приложение, потому что не знают английского, и что там, куда нажимать, как бы, ну, такое себе, да, то есть это очень высокий барьер входа получается, и тем самым в сентябре разработчики обещают его снизить и сделать все на русском, все на китайском и на ряде других языков, что, естественно, повлияет на прирост пользователей в проект. Мы с вами переходим плавно к октябрю. Если сентябрь у нас был такой очень
очень насыщенный, да, на разные фичи, на разные игровые моменты, техники. Люди, кто в блокчейне, они больше, наверное, оценят это обновление. То, например, октябрь, он такой более социальный у нас получается. Первый момент — это добавление реферальной программы. Да, рефералка — это когда мы приглашаем пользователя, да, даем ему свой промокод, и он, соответственно, регистрируется, мы получаем с этого какие-то бонусы. Это прям супер-супер новость. Это поможет, во-первых, в распространении проекта, потому что будет стимул у каждого человека рекламировать приложение. Вот. Во-вторых, это повысит лояльность, да, пользователей к самому приложению, потому что одно дело, когда разные наши люди из какой-то определенной компании, да, рекламируют нам MLM, какие-то пирамиды или еще что-то, да, у нас сразу звоночек работает на эту тему, да, то, что, наверное, особо доверять не стоит. Вот собаки прибежали. Нет, мы котолюбители. Вот, то в данном случае это очень хорошо сыграет на руку, потому что Волкин, он free-to-play, то есть не надо туда заносить денег, соответственно, люди будут гораздо легче шерить свои реферальные ссылки, и это очень хорошо повлияет на медийную составляющую проекта, как в плане рекламы, так и в плане репутации, потому что, ну, кому мы можем доверять, как не своим друзьям. Второй мега важный момент, который позволит поднять лояльность пользователей к приложению Волкина, также оказать положительное влияние на стоимость токена, это, естественно, амбассадорская программа. Что это такое? Это когда определенные люди продвигают интересы, соответственно, Волкина, да, в данном случае это какие-то медийные личности, блогеры, да, которые не просто как за рекламу занесли, и они сказали что-то, что им нужно сказать по техническому заданию. Нет, это люди, которые вот болеют за проект, которые хотят, чтобы он развивался, и всячески помогают новым пользователям адаптироваться в проекте и помогают в нем развиваться. Тем самым блогер заинтересован просто в пиаре, да, в отработке своего рекламного контракта, чтобы наибольшее количество пользователей перешло по ссылке в описании, да, и просто скачало себе приложение. Вот. А амбассадоры, они заинтересованы в том, чтобы максимальное количество их аудитории, да, привести в проект, и чтобы у них все получалось, потому что именно от того, насколько качественная будет их работа, да, насколько хорошо люди будут адаптироваться, насколько они будут довольны тем, что они видят, да, перед собой, как они взаимодействуют с приложением, настолько больший профит будет получать, соответственно, амбассадор, да, и именно в этой категории мы можем оценивать его работу, положительное влияние на проект, на все комьюнити в целом. Также в октябре анонсируют запуск протокола Волкин, чтобы на базе именно протокола Волкин, на базе токена Волкин запускать уже другие приложения, да, и чтобы получалась такая определенная экосистема, чтобы все работало на единой платформе, на едином токене. На мой взгляд, супер какого-то мега роста на этой новости ждать пока что не стоит, потому что эта фича, она не работала, да, и пока мы даже не знаем вообще никаких прикидок, ничего не знаем по поводу того, какие приложения могут работать на, собственно, этом токене. Да, но, вероятно, это просто внедрение, это обкатка, и после того, как все будет хорошо работать, после того, как мы будем понимать, что это за приложение будет входить в эту экосистему, соответственно, чтобы они могли функционировать, они должны закупать токены, да, для своих, собственно, приложений. Вот. И где они будут закупать эти токены? Естественно, только на бирже, потому что эмиссия у нас ограничена. Да? У нас единственное 2 миллиарда токенов в предложении находится. То есть пока еще не они залочены, но определенная часть находится только на бирже, и купить разработчики эти токены могут только на бирже. Соответственно, если они сделают определенное приложение, то будут покупать токен с биржи, и будет всем хорошо, потому что цена будет идти вверх, и все будет замечательно. Опять повторюсь, это не будет в какой-то ближайшей перспективе, да, сейчас пока это только запуск идет и обкатка, вот. Но новость отличная, и это безусловно, огромный позитив. Следующая новость заключается в взаимодействии с блокчейном, да, улучшение опыта пользователя в взаимодействии с блокчейном. Вот, если совсем уж точно. Не знаю, с чем это может быть связано, что за пользовательский опыт взаимодействия с блокчейном. Когда мы
выставили кота на продажу, когда мы купили одежду или там также поставили ее на продажу, все это тоже взаимодействие с блокчейном, так или иначе, да, мы платим комиссию за эти действия, ждем определенные моменты, да, когда мы апнули своего кота на уровень и ждем, да, вероятно, все вот про вот эту вот историю нам и говорят, то, что улучшится взаимодействие с блокчейном, то есть, возможно, сократится время перехода кота там на новый уровень, да, возможно, какие-то лаги уберут, ну, то есть, все вот в таком ключе, просто улучшится само юзабилити с взаимодействием с приложением. Завершает новость по октябрю, это анонс каких-то определенных партнерств. Пока что непонятно, потому что есть момент, где они пишут про партнерство, там партнерство имеется в виду, прям уточняют, что это офлайн партнерство, вероятно, с производителями одежды или что-то по типу того. Вот. А по поводу партнерства в данном случае, вероятно, онлайн, потому что про офлайн они уточняют, про онлайн написали просто партнерство. Поэтому можно ждать, что какие-то партнерства будут именно в онлайн-сфере. Далее переходим к ноябрю. Там у нас квесты и задания, и офлайн партнерство. Вот в данном случае они уже уточняют, что это офлайн партнерство, это замечательно. Вот, вероятно, это будет какие-то производители одежды, что, естественно, будет стимулировать как рост токена, да, и хотя тоже вопрос, на каких условиях, да, будут заходить партнеры в проект, потому что, безусловно, показывать свой бренд одежды на коте — это довольно такой хороший медийный охват получается, да, и какой-то бенефит должен все-таки производитель принести в проект, чтобы, ну, запартнериться, да, чтобы всем было от этого интересно. Вот, возможно, это будут какие-то airdropы, да, то есть производитель, условно, одежды, бренд одежды занес какую-то сумму денег для партнерства. С этой суммы денег, условно, закупили токены с биржи, курс поднялся, а потом эти токены закинули airdropом, например, да, или, возможно, придумают что-то более интересное, какую-то историю. Возможно, просто сделают лотерею одежды, и вот конкретно это будет как лимитированная коллекция, и типа вот там давайте участвуйте в лотерее. Возможно, что-то в таком виде будет. Вот, посмотрим. Довольно интересные, тоже позитивные новости. Что касается квестов, это замечательная новость, это просто охрененная новость, мега-мега супер. Это почему? Потому что квесты, они всегда добавляют какой-то игровой механики в процесс. Если эти самые квесты, они будут направлены на взаимодействие с реальным миром, да, а не только с игровым. Ну вот, например, как Степан, да, почему вот по улице идешь, пару-тройку месяцев назад, ты видишь, что люди бегают, люди ходят очень быстро, и ты понимаешь, что, блин, держат в руках телефон, и что-то они там делают. И ты с наибольшей долей вероятности видишь приложение Степан, потому что, ну, вот так это устроено, да, и это влияет на жизнь человека, и, соответственно, это переходит уже из уст в уста, да, как-то получается. Вот, если квесты у нас будут задействованы с реальным миром, да, не только с игровым, но люди на улице, люди как-то в нашем окружении, они смогут увидеть, что кто-то взаимодействует с приложением, это будет замечательно. Вот, не знаю, как это пока будет реализовано, но опять же, если это будет взаимодействие с реальным миром, это будет офигенная новость. Но в любом случае новость про квест — это отлично. И даже если он будет прямо в приложении, будут какие-то задания, будут какие-то пройти столько-то километров, например, там сделать столько-то шагов, да, ну тоже довольно неплохо. Но, конечно, хотелось бы все-таки реальную карту, то это было бы прям супер замечательно. Итак, идем дальше. Декабрь нас будет встречать тоже супер наверное, самым крутым обновлением. Вот, хотя эту функцию, эту фичу мы ждали раньше. Вот, это фича турниров, это функция нового опыта взаимодействия с соревнованиями. Да, что-то обещает, какие-то режимы гонок или еще что-то. Вот, но хотелось бы все-таки реально отходить от этого рандома, на который ты никак не можешь повлиять, кроме как задонатить на одежду, на ягоды, на еще все. Желательно вот создать этот задротский элемент, да, чтобы вот реально прям хотелось, какой-то был момент реально скилла, чтобы его можно было оттачивать, да, и это столько контента можно сделать, да, столько людей будет постить свои тиктоки, там, инстаграмы, как вот они там что побеждают или не побеждают, ну это прям круто реально, вот, но желательно, чтобы этот весь
скилл, он базировался на каких-то реальных навыках, да, не на том, кто как быстро там кнопочки понажимает, да, или еще что-то разгадает, какую-то загадку. Нет, если это у нас сейчас есть шаги, да, это влияет на наш, соответственно, тоже win rate. Вот, если что-то будет влиять помимо шагов в реальном мире, то, что будет влиять на нашу реальную жизнь, вот, это замечательная новость, и надеюсь, это все базироваться будет элемент скилла, элемент умения на реальной жизни. Если нет, то, естественно, у нас приложение не только Move to Earn, да, но и Play to Earn, поэтому в любом случае тема, оно и хорошо, поэтому мы им и пользуемся, да, потому что там есть разные функции, не только ходи и все, да, не только играй и все, вот, а все такое смешанное получается, да, коллаборация разных элементов, и получается вот такой вот интересный симбиоз. Ну и январь, социальные функции, можно будет добавлять друзей, можно будет дружить как-то, создавать кланы, разные походы возможно делать, вот, приглашать кого-то, и, ну, вот такая социальная сеть уже это получается. Вот, если это сработает, а это должно, в принципе, сработать, вот, но к тому моменту, наверное, хотелось бы, чтобы какая-то идентичность была, да, потому что почему мы пользуемся своими социальными сетями, да, потому что есть там элемент нашей какой-то части внутренней, да, что-то свое я показываем, вот, где-то фотографиями, где-то там видео, где-то просто, то есть удобно общаться, например. Вот, а тут бы хотелось, чтобы был не просто код, да, и код друга, допустим. И вот мы видим аккаунт друга, и все, как бы, да, ну, как с этим работать, непонятно. Вот, должна быть реально какая-то коллаба, должна быть возможность взаимодействия друг с другом, вот, и проявлять как-то себя творчески, вот, чтобы каждый человек мог привнести в свой аккаунт что-то интересную частичку себя. Так что, друзья, на этом все. Подписывайтесь в Telegram по ссылке в описании. Там у нас супер крутые новости. Мы там общаемся. Там весело, прикольно, замечательно. Есть там свой чат. Вот. Супер крутые, теплые люди, которые без хейта всегда помогут и всегда подскажут. Вот не так давно проводили, например, видеоконференцию. Тоже помогали, отвечали на вопросы пользователей. Вот. И обсуждали, естественно, все новости, которые мы с вами обсуждаем тут. Вот. Только под каким-то своим другим взглядом. Вот. Поэтому переходите, подписывайтесь. Также подпишитесь на YouTube канал, если еще этого не сделали. Вот. С вами был Алекс. Пока-пока.